Так, что перенесемся во времена, опять же, Крымской войны, но уже другой. 1854-56 годов, ну, даже 53-56, но, я так понимаю, это Петропавловск, да? Петропавловск. Ну, то есть, значит, с 54-го. Казалось бы, где Крым, а где Петропавловск? Ну, вот А была где Соловецкий такая монастырь, взаимосвязь. то же самое. Битва в 54-м году, по-моему. Ну, была. я имею в виду, когда вступили Англия и Франция в войну. Сначала-то мы год с турками разбирались персонально, а потом англичане с французами наконец договорились, чего никто не ожидал. Они позже вступили. В 54-м они вступили, через год. Тормознусь, может здесь вклиниться немножечко, подрассказать про... Вот казалось бы, мне всегда... Вот, Крымская война, она же в Крыму должна быть, там же должны воевать. Но нет, война империи, она такая. Англо-французский флот объединился, ну как объединился, создали эскадру, отправили ее... На Черное море. Ну, главная эскадра на Черном море была, правильно? Ну, это там, да, сколько, часть вот эту эскадру они отправили через Тихий океан. На Тихий океан, да. Петропавловск. А тогда это, это не был там еще город, там железные дороги, там это сейчас можно до самолета сюда долететь. А тогда это была глухомань полная. Это это как Аляска вот была, где там сидело 2000 казаков вместе, включая с вольными поселенцами, которые местные, там алеуты. Вот. И пришлось им оборонять порт. Я думаю, Клим Александрович чуть поподробнее расскажет. Это вот прям оно, потому что Крымскую войну, спойлер, мы вдребезги продули. Но я в последнее время читаю много... Помечу, мы продули как-то странно, без каких-то потерь земельных практически. Ну, да, странно получилось, но ровно, там самое главное что. То есть не то, что мы Крым потеряли, как бы ничего. Нет, там задача-то была ровно одна. Не дать России выйти из Черного моря. То есть мы-то вообще-то собирались, как обычно, захватить Константинополь и забрать себе проливы. А англичане с французами это просто воспретили. И они добились своего, и они ремилитаризировали Черное море, у нас там просто не осталось флота после этого. Флот мы утопили сами. Утопили чудовищно совершенно. Просто чудовищно, потому что говорят обычно, что утопили, но из-за этого англичане не смогли войти на рейд Севастопольского порта. Ну, потому что фарватер был большими кораблями запружен, а порох и пушки с кораблей встали, значит, на севастопольские батареи, и вот мы еще и потом 2 года сопротивлялись с их помощью. Нет, блин, их утопили с пушками и с порохом, эти корабли. Это была просто настоящая паника. Причем мало кто знает, что утопили корабли в Севастополе, об этом со школы более-менее кто-то слышал. Мы утопили еще и Керченскую крейсерскую эскадру одновременно, чтобы англичане не могли в Азовское море зайти. Утопили. Все уже. Затопить полностью. Утопили. Потом начался шторм, эти корабли раздвинули, англичане спокойно зашли в Азовское море. Это просто слов цензурных просто нету. Одни матерные, очень много, как мы со своим флотом разобрались. Но у англичан был жуткий страх один. Каковой жуткий страх их преследовал еще и в Первую мировую. Это же огромная империя на морях. С чудовищно растянутыми морскими коммуникациями. И они очень боялись крейсерской войны против себя. Тем более, что, Тихий океан, это же хорошо, но Тихий океан соединяется с Индийским океаном. И, например, наши крейсера могли спокойно войти в Сингапур. А в Сингапуре там в это время одного опиума. Они же наркоторговцы. Вкраплюсь, Великобритания это огромная империя, где завоеван Индия, Китай, там опиумные войны, вот это все. И они, вся торговля, вот этот чай, все, они все возили по морю. Это все по морю ходило. Одного опиума в Сингапуре лежало на несколько десятков миллионов фунтов. Почем опиум для народа? Для народа. Вот. В Китае они его возили через Сингапур, удобно очень. А тогда это не была такая мега-могучая ультракрепость, какой она потом стала. Туда просто один крейсер заходит. И все. И все. То есть, более того, англичане почему этого боялись? Потому что они сами так всегда делали. И, естественно, думали про всех плохо.
А в Петропавловске стояло 3 русских крейсера. Диана, Паллада и Аврора. По имени которых потом еще 3 крейсера, которые в русско-японскую войну сражались. И один из которых устроил нам революцию и стоит до сих пор. Это по имени как раз крейсера Аврора деревянного, парусного еще. Они там стояли в Петропавловске, и англичане просто порвались на части, чтобы заблокировать там эти корабли. Это была самая главная их задача. Заблокировать, а лучше все, конечно, утопить. Видите, раньше какие войны были? Сидят там в генштаб, говорят, так, у русских есть 3 корабля. Вот там, на краю географии. Нам нужен год, чтобы их потопить. Поплыли туда, что топить будем. Уже жесть. Вот. И одновременно очень сильно боялись, что наши тогдашние друзья лепшие, американцы, получат от нас разрешение на выдачу каперских патентов. Ну, то есть, в наше посольство просто будут приходить американские капитаны и говорить, вот вам $5000, можно я буду грабить англичан. Давай, вот тебе, значит, молодец. Удостоверение, ты не пират, ты капер. Занимайся по расписанию. А американцы натурально стояли на низком старте, готовые начать грабить. Потому что это было очень выгодно. Так, что... это около гражданской войны? Ну, чуть-чуть до. Ну, до. Да. То есть, а потом уже начнется отделение Америки от Великобритании? Нет, это уже они давно отделились. Сейчас у них будет война севера и юга, гражданская, внутри себя. Но чуть позже. Все, уяснили. Вот. Что-то там потенциально 10 тысяч человек готовы были, американских моряков, уже идти грабить англичан наконец. Они очень сильно хотели в этом поучаствовать. А мы взяли и свои корабли в крейсерство не пустили. И американцам не стали выдавать каперских патентов. Я не знаю, честно говоря, до конца, почему мы этого не сделали. Видимо, не хотели окончательно отношения портить с англичанами и с французами. Ты с ними воюешь, как себе? Не, ну имеется в виду, что война-то закончится, а потом как-то жить надо будет. Англия это уже у нас очень важный торговый партнер. А вот сейчас мы такое отчебучим, и потом, может быть, вообще нехорошо. Отношения настолько протухнут, что потом еще раз с ними воевать придется. У меня вот такая мысль, но это именно что мысль, я не могу ее доказать никак. У меня нет мыслей по этому поводу. Вот. И англичане, вот да, поехали завоевывать. Ну да, был десант на Словецких островах, Словецкий монастырь отбивался там от них. И вот приплыли в том числе в Петропавловск. Сейчас читаю много книжек по этому поводу, благо интернеты позволяют. Когда начинаешь читать английскую литературу научную по поводу Крымской войны, и конкретно по поводу Тихоокеанского фронта, я вообще не понимаю, мы точно Крымскую войну проиграли? Там Муравьев-Амурский, который был генерал-губернатором, это натурально какой-то Дарт Вейдер, ну как его описывает английская литература, который все, что хотел, сделал, всех победил, порвал, обманул, построил, развел как чай в стакане, в общем, со всех сторон молодец. Да, отступление за Войко, ну это же через несколько лет уже было, да? Да. Второй рейд, я-то все... Вернемся к нашим легендам. Да. Да, даже не легендам, это интересный ход был. После того, как битва за Петропавловск была выиграна... Ну, то есть, коротко, взять его не смогли. Не смогли, да. Ну, естественно, англичане с французами подумали, что надо просто взять больше кораблей и больше десанта. А в Петропавловске больше людей не прибавится, не успеют прислать с Петербурга за 9 тысяч верст подкрепления. Ну и наши что? Наши, ладно, они разобрали весь Петропавловск, а это был, порт, это не такой огромный город был. Они просто разобрали все это по бревнам, все сожгли, все, что могли унесли, там пушки там закопали, даже бревна, по-моему, закапывали. И сели на корабли и уплыли. Вот. Но в то время уже подошли англичане. Это тут надо на карте показывать, это так не рассказать. А в то время думали, что Сахалин это полуостров. То есть тогда картографы думали, что полуостров. Что это остров знали только мы. А наши-то знали, что Сахалин это уже остров. И мы же такие прошли туда между материком и Сахалином. И английская эскадра встала, думая, что это полуостров, мы в ловушке, просто в бухте. И они стояли там, ждали нас. Сейчас они там проголодаются, уже вернутся. А наши нет, наши прошли, зашли в Амур,
И дальше поплыли. Николаевск на Амуре, по-моему, они основали. Город Николаевск на Амуре, вот основан Завойко. Это те, кто приплыл с Петропавловска. Вот. Ну, англичане, собственно, Петропавловск уже им нечего было высаживаться, там ничего не было. Тактика выжженной земли дальневосточной, так сказать, сработала. Да, что характерно, адмирал, контр-адмирал, по-моему, он был, который руководил первым штурмом Петропавловска, застрелился после этого. Не после, перед. Прошу прощения. Перед штурмом, перед. Я не знаю, что там у них произошло. Говорят, что он чистил пистолет неудачно. Ну вот Петр III тоже от коликов неудачно. У него-то как бы причин никаких я не думал, было стреляться. Может только гадать, да, странно, приплыл, вот только штурм, сейчас начинать штурм, и он застрелился. Ну это, неосторожное обращение с огнестрельным оружием ведет к печальным последствиям и потере больших человеческих жертв. Так, продолжим. Давай. 926 защитников. Опять же, цифры могут разниться. Вот у меня, когда средняя цифра выпала по больнице, ту я и использовал, которую можно. Я, честно говоря, сейчас не готов доложить, сколько их было. Не помню просто. Ну, где-то там 925, 930. Примерно такое количество людей, там переписью никто не занимался. Я думаю, что, конечно, это же военные люди, они учтены были. Просто я не знаю, есть ли документы такие у нас. Я, по крайней мере, навскидку не могу доложить. 4 империи воевала. Турецкая, французская, английская и российская. Ну, Франция, строго говоря, не совсем империя, но Наполеон III любил, чтобы его звали императором. Ну, у нас и Петр I любил это. Да. Император Николай I. Николай I. Я был недавно в Петропавловске на батарее Максутова. Понятно, что пушки там уже не те, перелитые, там, а отлитые. Но вот ты прям стоишь, смотришь на эту бухту, ты и представляешь, что там стоят эти корабли, видишь эти сопки, как они там, десант взбирался. Ну там тяжело, кстати, было англичанам туда залезть-то. Ну еще бы, там местность не приведи Господи. Попробуй там по сопкам поползай, там вот такой склон, и тебе надо с ружьем туда залезть, где в тебя бросают камни, и русские стреляют еще по голове. Я вообще отказываюсь некоторые моменты понимать, ну потому что, как вот на эти горы лезть-то? Туда в майке и в кроссовках не больно-то залезешь. Ну там есть такие места пологие, там все-таки можно в каких-то. Но наши в пологих местах, видимо, не стояли.